Всем привет, меня зовут Анжела, рада видеть вас на канале. В этом видео мы будем учиться создавать живые реалистичные анимации настолько, насколько у меня сейчас получается на данный момент. Чтобы научиться создавать живые анимации, необходимо знать некоторые нюансы. И тогда, я уверяю вас, у вас получится создавать анимации, результат которых будет вас удовлетворять. И по завершению вы не будете плеваться от того, что ваша анимация идеально подходит для робота. Я уверена, что научится даже тот, кто отчаялся и понял, что у него руки растут не оттуда, откуда надо. В этом случае, наверное, дело не в том, что у человека нет таланта или руки не оттуда растут. Просто на данный момент времени он не обладает некоторыми знаниями, которые ему поможет создавать анимации. А если уже не нравится сам процесс создания, это уже другое дело. Просто человеку не нравится заниматься созданием анимации, зато у него отлично получается создавать что-то в другой области. Конечно же, помимо знаний, этих нюансов нужен опыт, без этого никуда. Когда вы будете эти знания воплощать на практике, вы сами будете удивляться, как на самом деле все просто. Надо только немного попрактиковаться. Но сразу хочу сделать предупреждение, в этой области я не профессионал, естественно, я не знаю всех тонкостей, но я могу поделиться с вами накопленными знаниями и, громко говоря, озарениями, которые я получала после многочисленных попыток создания анимаций. Я думаю, в этом видео нет смысла затрагивать базовые этапы создания анимации. Я имею в виду, как открыть Blend файл, как сохранить анимацию, как импортировать анимацию Sims 4 Studio. Этих видео полно в интернете, вы сами сможете найти и получить эти знания. В этом же видео мы будем затрагивать процесс создания анимации не поверхностно, а будем смотреть вглубь. Я буду показывать полезные лайфхаки, приемы, которые облегчат вам создание анимаций. Но прежде чем смотреть это видео, вам стоит ознакомиться с базовыми знаниями создания анимации для Sims 4. Если вы знаете, как фиксировать ключевые кадры, если вы знаете, какие клавиши нужны для изменения положения костей, то оставайтесь со мной. Во-первых, чтобы облегчить создание анимации, мы можем воспользоваться следующим приемом. Мы знаем, что чтобы зафиксировать ключевой кадр на таймлайне, нам нужно воспользоваться клавишей I. Перед этим мы, естественно, перемещаем либо поворачиваем определенную кость в нужном нам месте, а затем фиксируем клавишей I. Перемещаем клавишей латинской R, а для того, чтобы сделать поворот, нам нужно сделать двойное нажатие этой же клавиши. После того, как мы расположили определенную кость в нужное нам место, мы нажимаем на клавишу I, и выходит следующее меню, где нам нужно выбрать необходимый вид изменения этой кости. Нам нужно выбрать вид изменения положения вращения, то есть Location Rotation. По сути, при создании анимации мы используемся только этим видом изменения поворот и вращение. Чтобы каждый раз не нажимать на эту кнопочку, нам нужно воспользоваться этим меню, в котором мы выбираем Location Rotation, то есть положение вращения. И в следующий раз, когда мы будем нажимать на кнопочку I, у нас всегда будет фиксироваться изменение кости по положению и вращению. Также в блендере есть замечательное окно под названием Dope Sheet. Это окно раскадровки, которое показывает, где и какие кадры расположены. Когда я только узнала о том, что существует это окно раскадровки, у меня случился взрыв мозга, потому что до этого я об этом не знала и делала, как было показано на туториале. Я выделяла все кости, нажимая на клавишу A, затем на клавишу I и фиксировала все кадры разом. Я делала анимации, эти анимации выглядели искусственно, и я злилась, что у меня не получалось, и я была уверена, что есть какая-то такая возможность в программе, чтобы создавать анимации отдельно для каждой кости. Чтобы вы до конца поняли, о чем я имею в виду, вам надо будет потом посмотреть процесс создания анимации, который мы будем делать в этом туториале. А сейчас я продолжу рассказывать другие приемы, которые облегчат создание анимации. Чтобы нам было удобнее создавать анимации отдельно по частям, я имею в виду мимика, руки, ноги, корпус и все такое, стоит зафиксировать ключевые кадры в определенной последовательности. В процессе создания анимации у меня выработалась своя последовательность, но если вам удобнее работать при другой последовательности, то, пожалуйста, вы можете выбрать для себя другую последовательность. Я для себя решила, что в начале списка будут все те кости, которые пригодятся для воссоздания мимики. Я начинаю с бровей. Сначала я фиксирую 3 кости правой брови, затем фиксирую 3 кости левой брови, перехожу к глазам. В каждом глазу
внизу в модельке Sims 4 5 костей. Я фиксирую сначала первую кость правого глаза, потом первую кость левого глаза и далее вторую кость правого глаза, вторую кость левого глаза, третью кость, это у нас верхнее веко, затем четвертую кость, также сначала правая, потом левая, четвертая кость это нижнее веко и пятую кость это сам зрачок. Затем я фиксирую кости носа, но я этими костями не пользуюсь, а, наверное, стоило бы поэкспериментировать. Но я на всякий случай зафиксирую эти кости. Затем я фиксирую кости подбородка, их 2. А дальше перехожу к 4 костям лица. Эти кости подбородка и лица помогут нам при воссоздании разговора, потому что когда мы разговариваем, у нас двигается вниз подбородок, двигаются щеки, то внутрь, то в разные стороны, если так можно сказать. Дальше я фиксирую кости челюсти, верхнюю и нижнюю. Затем не забываем про кость, которая помогает нам открывать рот. Это кость джо. Дальше переходим к костям губы, их 8 штук, фиксируем все. И именно те кости, которые мы сейчас зафиксировали, они нам помогут при воссоздании мимики во время разговоров. То есть, когда мы будем создавать анимацию, допустим, разговора, нам будет очень удобно, потому что все кости расположены рядом и по порядку, поэтому мы никак не запутаемся в этом случае. Дальше я перехожу к шее. Сначала фиксирую кость шеи, а затем головы. Затем я перехожу к рукам. Я сначала фиксирую кости правой руки, затем фиксирую кости левой руки, их 4 штуки на каждой руке. И затем только перехожу к пальчикам. Для себя я выбрала такую последовательность, потому что мне удобнее так работать. Вы же можете сделать так, как вам удобно. Дальше уже я перехожу к пальчикам, как я говорила. Я фиксирую по 3 кости каждого пальца. Сначала на правой руке, потом на левой. Затем я перехожу к корпусу, я фиксирую все кости, которые расположены на теле модельки, их 4 штуки, а затем уже напоследок оставляю ноги, фиксирую 4 кости правой ноги, потом фиксирую кости левой ноги. И напоследок остается последняя кость под названием root. Используя это окно раскадровки, используя эти кадры в определенной последовательности, поймете, как это на самом деле удобно и как это вам облегчит создание анимации. То есть вы сможете делать анимацию отдельных частей тела и не запариваться по поводу того, что вам нужно фиксировать все кости в 1 секунде. Но вы можете не переживать по поводу того, что фиксирование ключевых кадров в определенной последовательности будет занимать лишнее время. Вы всегда можете сохранить этот blend-файл с определенными изменениями и оставить в качестве исходного положения. Например, у меня есть папка базы, в которой находится исходное положение моделек. Мужской сим, женский сим, беременный сим, дети, тоддлеры и все такое. В этой папке я сохраняю blend-файл с нужными мне изменениями и при создании новой анимации использую их. Но прежде чем сохранить этот blend-файл, нам следует сделать еще одну модификацию для некоторых костей для облегчения процесса создания анимации. Нажимаем правой кнопкой на кость правой руки. Мы заходим в меню свойства Properties, заходим в кнопочку, в котором изображена кость и связка, и добавляем модификацию инверсная кинематика. Затем в строчке Chain Length вводим число 3. Сейчас я вам покажу, для чего это нужно. Инверсная кинематика упрощает нам процесс создания анимации и дает возможность сделать более живые и плавные движения, при этом используя меньше усилий. То есть, допустим, чтобы нам согнуть руку, мы можем воспользоваться одной кнопкой, при этом предварительно нужно будет этой кости добавить модификацию инверсную кинематику, и с помощью одного движения мы сможем согнуть руку. Но если же мы не будем пользоваться этим модификатором, то нам нужно будет менять положение каждый раз сразу 4 костей руки. Дальше мы также добавляем инверсную кинематику для другой руки, для каждой кости ноги fit. И инверсная кинематика также пригодится для пальчиков руки. Исходное положение модели Сима имеет широко расставленные руки и ноги. Для своего удобства я размещаю ноги вместе, опускаю руки, немного сгибаю в локте и выставляю положение пальчиков в естественном состоянии.
Таким образом, мне не приходится каждый раз выставлять естественное положение пальчиков, рук и ног. Нужно так один раз помучиться, чтобы потом быстрее создавать анимации и не выставлять каждый раз положение пальчиков, рук и ног. Затем я выделяю все кости клавиши A, фиксирую их клавишей I и сохраняю в своей папке база. Затем снова сохраняю, только переименовываю в ту анимацию, которую я буду делать, чтобы не сбить исходное положение этой анимации. Все эти приемы я показала на симе женского пола, но чтобы сделать анимацию, которую я запланировала на сегодня, нам нужны мужчины. Для туториала я выбрала анимацию для 2 мужчин, которые выясняют между собой отношения. Дальше я буду рассказывать о тех приемах, либо сочетаниях клавишах, которые пригодятся в процессе создания анимации. После того, как я определилась с выбором анимации, я тут же начинаю вспоминать эпизоды с реализацией этой анимации в фильмах, в мультфильмах. Если я не нахожу что-то в фильмах, то мне самой приходится снимать видео с этой анимацией. Я советую делать это и вам, потому что когда мы выполняем какое-то действие, мы не думаем, в каком положении, к примеру, должна находиться рука и в какой промежуток времени. Мы делаем все на автомате. Чтобы облегчить себе задачу и 100 раз не переделывать одну и ту же анимацию, легче посмотреть на мультик, либо на фильм, либо на снятый ролик, чтобы повторить те или иные движения. Мне кажется, тут даже никаких аргументов не нужно, потому что при создании мультфильмов нанимают актеров, как раз которые воспроизводят те или иные движения. Я нашла видеоролик на ютубе, он плохого качества, но для меня это не важно, мне важно само движение. Чтобы было не так нудно смотреть, я буду перематывать и, наверное, не буду показывать весь процесс создания анимации. Буду останавливаться на тех моментах, где я буду использовать какие-то сочетания клавиш, какие-то приемы, и буду объяснять, как осуществить те самые приемы. И расскажу, какие клавиши нужны. Я, пожалуй, начну с мимики, пускай у него будет злобное, недовольное лицо. При создании анимации вы можете пользоваться не только видео, но и фото. Допустим, чтобы воссоздать ту или иную эмоцию, вы вводите в поисковик «злость мимика», тут же выйдут картинки с этой эмоцией, и вы сможете воссоздать нужную вам эмоцию лучшим образом. Поработав с мимикой, я выставляю руки в нужном положении, немного сгибаю в локтях и немного расставляю ноги. Дальше нам нужен другой персонаж, мы присоединяем его. Для этого нажимаем на кнопочку «Файл», «Append» и присоединяем симу мужского пола из той папочки «База». Для того, чтобы нам присоединить другого персонажа, нам нужно выделить, так скажем, части его. Зажимая клавишу Shift, мы выбираем M, Top, Fit, Hit и Bottom. Так, похоже, я себе сбила исходное положение немного. Сейчас я это исправлю. И тут я вам как раз расскажу о полезном приеме. Мы знаем, чтобы повернуть сима, как в нашем случае, напротив другого сима, мы зажимаем правой кнопкой мыши на кость Root, 2 раза нажимаем на клавишу R, и благодаря мышке мы можем повернуть этого персонажа. Но есть более быстрый способ, с помощью которого вы сможете его повернуть под нужным вам градусом. И в таком случае не надо будет выставлять сима перпендикулярно полу, поправлять его. Итак, переходим к приему. Нажимаем правой кнопкой мыши на кость Root, затем нам необходимо сделать одно нажатие клавиши R. После этого нам нужно выбрать одну из клавишей Z, X либо Y. Эти клавиши соответствуют осям, и в зависимости от того, по какой оси нам нужно повернуть нашего сима, мы выбираем ту или иную клавишу. В нашем случае это клавиша Z. После того, как мы нажали на клавишу Z, появляется вот такая вертикальная линия, которая показывает, что именно по этой оси повернется наш сим. После того, как выделилась ось, нам нужно ввести значение в градусах, в зависимости от того, насколько нам нужно повернуть нашего сима. Допустим, нам нужно повернуть нашего сима на 90 градусов. Мы вводим значение 90 и нажимаем на клавишу Enter. Либо нажимаем на левую кнопку мыши. Если мы нажмем на правую кнопку мыши, то поворот не сохранится. Если же нам нужно повернуть сима в обратную сторону, то мы также нажимаем на кнопочку R, затем клавишу Z, и вводим значение с отрицательным знаком, то есть минус 90 градусов.
Также мы можем повернуть Сима по оси X, либо же по оси Y. По поводу инверсной кинематики у меня есть небольшой совет. Перед тем, как изменить положение руки, следует изначально немного согнуть руку, а потом уже изменять положение руки, на которой есть модификации инверсная кинематика. Если же изначально не согнуть, то будет вот так. Также этот прием следует выполнять при изменении положения ног, а с пальцами таких проблем нет. Тем временем мы выставили руки в нужном нам положении для того, чтобы толкнуть нам второго персонажа. Мы зафиксировали изменение положения костей руки правой и левой клавишей I, чтобы зафиксировать изменение пальчиков и чтобы нам не выделять каждую кость и не мучиться, мы можем воспользоваться окном раскадровки, нажимая кости в списке, зажатой клавишей Shift. Нажимаем кости левой кнопкой мыши, зажимаем клавишу Shift и выбираем нужные нам кости. Мы видим, что кости подсвечиваются, это значит, они выделяются. Затем мы можем нажать на кнопку I, чтобы зафиксировать изменение пальчиков. Мы определили положение рук, теперь мы можем перейти к ногам. Для того, чтобы воссоздавать анимацию походку, либо какого-то одиночного шага, я использую эту картинку. Я в интернете вела раскадровку походки, но в процессе создания анимации для модельки Sims 4 я поняла, что некоторые промежуточные положения не нужны, поэтому я их для себя вычеркнула. Кстати, если вам будет интересно, я могу создать в своей группе ВКонтакте обсуждение, в котором я могу дать ссылки на какие-то туториалы, на какие-то уроки с созданием анимации. Не обязательно это анимация для Sims 4, но по туториалам анимации, допустим, для какой-то игры, вы можете для себя почерпнуть полезную информацию. В этом обсуждении я могу кинуть ссылки на видеоуроки какие-то, на видео с идеями анимации. У меня как раз есть в отложенном плейлисте идеи для анимации, разного рода походки. Также я знаю, что есть один канал с референсами разными движениями. С этим каналом меня познакомила подруга. Если вы хотите, я могу создать обсуждение, в котором буду собирать всю полезную информацию, которая пригодится для создания разных анимаций. Тем временем я делаю анимацию для второго персонажа, который защищает девушку. Для этого я сначала выделяю все кости ног и сохраняю ключевые кадры. Вы видите, что между кадрами полоска стала темнее. Это означает, что ключевые кадры одинаковые. И в таком случае нам помогает это окно раскадровки, потому что бывают такие моменты в анимации, когда движение какой-то части тела не меняется определенное количество времени. И как раз на тот момент, когда нападающий хочет оттолкнуть другого человека, он в это время не отталкивается. Он отталкивается по инерции после того, как тот дотронется до него. Есть также еще одна полезная клавиша. Допустим, вам нужно определенное количество кадров переместить на другую секунду, либо же скопировать. Обычно в этом случае нужно нажимать на правую кнопку мыши и, зажимая клавишу Shift, выбрать определенные кадры, которые нам нужны. Но если этих ключевых кадров много, то мы можем воспользоваться следующей клавишей. При нажатии клавиши B появляется пересечение пунктирных горизонтального и вертикального линий. Мы можем выбрать нужные нам ключевые кадры, нажимая на левую кнопочку мыши. Если нам нужно просто поменять положение этих ключевых кадров на таймлайне, то мы нажимаем на клавишу G. С помощью мыши меняем положение этих ключевых кадров, и затем надо будет нажать на левую кнопку мыши, чтобы сохранить изменение положения. Если мы нажмем на правую кнопку мыши, то положение не сохранится. Если же нам нужно не просто передвинуть эти ключевые кадры на другое место таймлайна, а нужно скопировать эти ключевые кадры и переместить эту копию ключевых кадров на другое место, мы нажимаем сочетание клавиш Shift плюс D. Также с помощью мыши перемещаем эти ключевые кадры на другое место. Чтобы сохранить это новое место, кликаем левой кнопкой мыши. И также, если мы нажмем правой кнопкой мыши, то это положение не сохранится. Копирование ключевых кадров пригодится, если нам нужно воссоздать разговор. Если речь не важна, а нужно просто показать, что Сим разговаривает, то мы можем сделать некоторое количество положений рта, а затем скопировать и переместить дальше по таймлайну. Или же, для того, чтобы оживить анимацию, мы можем воссоздать моргание глаз, опустив верхние веки вниз,
А затем мы можем эти ключевые кадры скопировать и разместить по таймлайну и тем самым оживить анимацию. Так как во время создания анимации я использовала те приемы и те сочетания клавиш, о которых я уже вам рассказала, поэтому я решила немного перемотать и перейти к этапу создания анимации выставления блока для защиты от удара. Я уже сделала анимацию тому персонажу, который хотел пристать к девушке, и также поменяла положение руки для выставления блока. После того, как вы выставили нужное положение руки для какого-либо движения, при воспроизведении анимация может казаться медленной, либо наоборот быстрой, и чтобы это исправить, обычно мы действуем следующим образом. Мы выделяем, как мы уже знаем, клавишей B столбик кадров, затем при помощи клавиши G перемещаем этот столбик поближе к предыдущим кадрам, если нам нужно ускорить, и подальше от предыдущего кадра, если нам нужно замедлить анимацию. Затем мы берем следующий столбик кадров и также перемещаем поближе, если нужно ускорить, либо подальше, если надо замедлить, уже к тем остальным двум столбикам. Но есть одна клавиша, которая может ускорить этот процесс. Мы также выделяем клавишей B, уже в этом случае не столбик, а все кадры, в которых нужно изменения сделать. Левой кнопкой клавишей нажимаем туда, откуда мы будем делать изменения. А затем нажимаем на клавишу S и с помощью мыши передвигаем направо, если нужно замедлить, и передвигаем налево, если нужно ускорить. И таким образом у нас перемещаются все ключевые кадры, которые нам нужно изменить. Еще в начале видео я вам рассказывала о том, что в Blender есть такая функция, которая позволяет фиксировать ключевые кадры одним нажатием клавиши I. При этом нам не нужно каждый раз кликать на всплывающее меню Location Rotation, то есть положение вращения. Но также в Blender есть такая кнопочка с изображением красной точки. Если мы нажмем эту кнопочку, то ключевые кадры будут сохраняться автоматически, то есть нам не нужно будет нажимать на клавишу I. Но я советую это использовать, если вы уже немного попрактиковались, потому что таким образом вы можете сами себя запутать, если у вас еще не так много опыта. Применяя все эти приемы и сочетание клавишей, в итоге у меня получилась вот такая анимация. Как я говорила, чтобы вам было не скучно, я ускорю этот процесс, какие-то моменты я вам не покажу. Но если вы хотели бы посмотреть полное создание анимации, я могу это сделать на примере другой анимации. И в этом же видео, в котором я буду показывать полное создание анимации, я могу ответить на какие-то вопросы, которые, может быть, появились после просмотра этого урока, либо же у вас есть какой-то момент, который вы хотели бы облегчить, но вы не знаете, но уверены, что в этой программе есть что-то такое, как у меня это было с окном раскадровки. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии, я попробую ответить на эти вопросы в следующем видео и показать решение вашей проблемы. И также не забудьте написать, нужно ли создать обсуждение в моей группе, в которой я буду делиться с вами полезными видео, полезными картинками, полезными уроками. Если вам понравился этот урок и этот урок вам был полезен, я буду рада, если вы меня поддержите, поставив лайк, подписавшись на канал. И мне будет интересно, узнали ли вы что-то новое, почерпнули вы какую-нибудь полезную информацию, какие именно приемы новые для вас и какие приемы вы знали до этого. На этом буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Как обычно, увидимся в следующем видео. Пока-пока.